История начинается с места под названием Имперская магическая академия Альзана. Эта академия является высшим учебным заведением, где вы можете изучить первоклассную магию. Румия учится в классе номер 2. По семейным обстоятельствам она временно остановилась в доме своей подруги Сикстины. Они одноклассники и неплохо ладят. Они встречают Гленна по дороге в школу. Сикстина заставляет Гленна взлететь в воздух, используя магию вихря, чтобы не дать ему столкнуться с ними. Гленн быстро извиняется перед ними, когда падает. Он не понимает, почему Румия кажется ему такой знакомой. Сикстина обвиняет Гленна в извращенстве, потому что Гленн прикасается к телу Румии. Она снова прогоняет Гленна, используя магию вихря. Но она понятия не имеет, что Гленн – новый профессор их класса. Гленн невероятно ленив, ему не хватает энтузиазма в своей работе. В первый день работы он переключает занятия по магии на самостоятельные занятия и засыпает за столом. Сикстина совершенно недовольна поступком Гленна. Гленна насильно разбудили, и Сикстина попросила его учить их. Гленн просыпается и неохотно начинает урок. Его объяснение заклинания беспорядочно, а почерк действительно неряшлив. Гленн – первый, кто выходит из класса, когда слышит звонок. Фактически Гленн когда-то был гением, и в 11 лет он был принят в Академию магии Империи Альзана. Однако его последипломное резюме пусто, помимо отсутствия лицензии на преподавание, его способности едва ли средние. Хозяйке Гленна, Селике, было важно позволить ему стать профессором. Как чрезвычайно опытный маг, Селика достигла высшей степени. Гленн был принят директором по ее настоятельной рекомендации. Гленн случайно заходит в женскую раздевалку после школы. Он сильно отличается от других. Он не сразу поворачивает голову, а вместо этого пытается запомнить данную сцену. Сикстина выгнала Гленна с помощью магии, потому что она в ярости. Неожиданно в обед она снова встречает Гленна. Сикстина презирает Гленна и считает, что он не способен занимать должность профессора. Гленн запихивает еду в рот Сикстине, так как не хочет с ней спорить. Он не хотел быть профессором, но если он откажется, то Селика его накажет. Гленн был вынужден занять эту позицию, потому что боялся Селики. Сикстина презирает кислое отношение Гленна к его работе. На дневном уроке она дает Гленну последнее предупреждение. Сикстина имеет большое влияние в Академии и происходит из сильной магической семьи. Гленн будет уволен ее отцом, если он не приложит много усилий. Гленн, что неудивительно, этому очень рад. Такое отношение отталкивает Сикстину. Она решает бросить вызов Гленну, потому что считает, что он испортил магию. Гленн соглашается принять вызов, но просит Сикстину использовать только шоковый вольт. Самая простая форма магии использует небольшое количество электричества, чтобы парализовать тело. Гленн, как ни странно, не может использовать вольт-атаки, и он довольно скоро уступает Сикстине. Сикстине приходится просить Гленна серьезно их учить. Гленн, однако, отказывается удовлетворить ее просьбу. Он по-прежнему приходит в класс с очень непринужденным поведением, и он превратил каждое занятие в занятие по самообучению. Сикстина очень разочарована в Гленне. Она вмешивается, когда Лин, одноклассница, подходит к Гленну с вопросами. Она думает, что магия – это фантастика, но они не могут ничего об этом узнать из-за Гленна. Гленн представляет другую точку зрения. Он думает, что магия только убивает. Сикстина непреклонна в том, что магия – это наука, ищущая истину. Она не может согласиться с Гленном и от разочарования дает ему пощечину. После спора с Сикстиной Гленн чувствует себя непригодным для продолжения работы профессором. Так же, как он решает извиниться перед Селикой, он замечает Румию, кто остается в лаборатории. Румия пробует магический массив, но она не может заставить магический массив работать. Гленн предлагает ей помочь. Мы видим улыбку на лице Румии, как только магический массив активируется. Ее улыбка возвращает Гленна в более счастливые времена, когда он разделял любовь Румии к магии. Гленн расспрашивает Румию о ее страстной любви к магии. Румия говорит ему, что хочет узнать больше о магии, а затем использовать ее на благо человечества. 3 года назад Румию преследовали по семейным обстоятельствам. Ее спас неизвестный маг, когда ее собирались убить. Румия очень благодарна, и она хочет усердно изучить магию и отплатить ему за доброту. Перед расставанием Румия хочет, чтобы Гленн извинился перед Сикстиной. Поскольку дедушки Сикстины уже нет в живых, магия – их единственная оставшаяся связь. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Самым большим желанием ее дедушки на всю жизнь было попасть в летающий дворец. Услышав рассказ Сикстины, Гленн чувствует себя настолько плохо, что предлагает извиниться перед ней перед всем классом.
После этого дня Глен перестает скрывать свою силу, он чудесным образом обучает студентов магии. Метод преподавания Гленна уникален. Высшая степень магии не будет ограничена заклинаниями, поэтому он советует им не полагаться на них. Студентам нравятся занятия Гленна. Несколько дней спустя он возглавляет список популярных преподавателей в учреждении. Помощь людям помогает Гленну чувствовать себя хорошо. Он очень радуется, когда видит улыбки учеников. Глен вскоре привыкает к студенческой жизни, но он никогда не ожидает, что его убьют во время прогулки. Глен невероятно проницателен, и он быстро узнал, что группа связана с вредоносной организацией. Тем временем двое других членов злой организации входят в класс и пытаются задержать Румию. Секстина прерывает их, и в результате ее тоже утащили, но Глен спасает ее в последний момент. Навык Гленна называется «Мир дураков», который может свести на нет активацию всей магии. Затем он использует боевые искусства, чтобы победить членов этой злой организации. Глен использует браслет связи, чтобы сообщить Селике о бое после его окончания. Селика пока не может вернуться, потому что злая группа уничтожила систему телепортации школы. Глен вынужден взять на себя ответственность по охране студентов. В этот момент человек по имени Рейк призывает марионеточный легион с помощью магии. Глен приказывает Секстине использовать свою специальную магию, чтобы остановить их, в то время как он использует самую сильную атакующую магию, какую только возможно, чтобы уничтожить марионеточный легион. Глен, однако, физически утомлен в результате насильственного применения продвинутой магии. Рейк удивлен силой Гленна. Он свободно появляется перед Гленном после поражения марионеточного легиона. Оружие Рейка в настоящее время не может быть запечатано Секстиной из-за нехватки маны. Глен толкает Секстину вниз и говорит ей искать возможность устроить ему засаду, когда ее мана восстановится. Глен и Секстина вместе пытаются запечатать оружие Рейка, и она помогает Гленну убить его. Секстина хочет вылечить Гленна. Она использует всю свою ману, чтобы вылечить Гленна, прежде чем он заснул. Глен принимает решение спасти Румию один, когда просыпается. Человек, который присматривал за Румией, также был профессором Академии магии по имени Хьюи. Два массива телепортации заранее настроены Хьюи. Ему нужно просто подождать, пока массив телепортации отправит Румию на базу организации через 10 минут. Румия будет убита другим массивом телепортации, даже если Глен остановит массив телепортации до того, как она телепортируется. Румия просит Гленна оставить ее в покое, но Глен не хочет идти против своих убеждений. Хоть волшебный мир полон страданий, он хочет быть праведным посланником магии и не пойдет на компромисс со своими ценностями. Глен убирает первую телепортационную решетку, но, к сожалению, теряет сознание. Он производит впечатление на Румию. Румия пытается преодолеть барьер и использовать свой усилитель на Гленне. Глен восстанавливает свою магию, поскольку Румия способна усиливать магию в 10 раз. Он уничтожает Хьюи и отменяет последнюю систему телепортации на Румии. После кризиса в магической академии Селика рассказывает Гленну секрет. Настоящая личность Румии – принцесса Империи Альзана. Империя Альзана утверждает, что усилитель является олицетворением дьявола и что люди не могут его терпеть. Если члены королевской семьи умеют пользоваться усилителем, это не могло быть хорошо для нации. Из-за того, что Румия владеет усилителем, королевская семья сослала ее. Селика и директор – единственные люди, которые на данный момент знают секрет. Глен считает, что он не имеет никакого отношения к тайне. Со временем он учится любить преподавать и заинтересован только в том, чтобы как можно больше помогать своим ученикам. Магический турнир Магической Академии Империи Альзана вот-вот начнется. Ходят слухи, что Ее Величество посетит игру в день ее проведения, чтобы посмотреть ее. Глен настроен серьезно на победу в этом турнире. Он организует мероприятия для каждого ученика в соответствии с его сильными сторонами. И причина, по которой он прилагает столько усилий, заключается в том, что он хочет получить награду. Гленну нужен бонус из-за его тяжелого финансового положения. Однако условия в его классе не особенно хорошие. В других классах принято отбирать лучших учеников для многократного участия в конкурсе. Ученики Гленна должны победить лучших игроков, если он хочет выиграть игру. Когда Глен беспокоится о конкуренции, проблема с тренировочным полем вызывает разногласия между классом Гленна и первым классом. Глен разговаривает с Хелли, учителем первого класса, чтобы разрешить спор между студентами. Хелли призывает Гленна отказаться от тренировочного поля, поскольку он верит, что его команда выиграет игру. Глен в ярости, он решает поставить 3-месячную зарплату на победу его класса.
Хелли очень уверен в себе и готов сделать ставку. В этот момент Сикстина считает, что он оскорбил ее одноклассников и обвиняет его. Он не оспаривает утверждение Сикстины, поскольку Сикстина является потомком знати. Сикстина верит, что они выиграют игру и помогает Гленну сделать ставку. Но она не знает, что Глен очень сожалеет об этом и ему жалко свою зарплату. Если бы Сикстина не заговорила, он бы извинился перед Хелли. С помощью Сикстины ставка сделана. Чтобы выиграть магический турнир, Гленну предстоит активно готовиться к соревнованиям. Магический турнир официально стартует через неделю. Когда появляется Ее Величество Королева, она пытается наладить отношения со своей дочерью Румией. 3 года назад она бросила Румию и чувствовала себя ужасно из-за этого. По итогам конкурса класс Румии показывает себя хорошо. Румия принимает участие в состязании на силу духа. Она давно не видела Ее Величество и хочет доказать свою храбрость. Усилия Румии позволили ей выиграть соревнования. Глен очень голоден после утреннего обхода. У него нет денег, чтобы купить еду, поэтому все, что он может делать, это с завистью наблюдать за чужими обедами. Затем Лин подходит к Гленну в этот момент. Поскольку Лин не хватает уверенности и она будет участвовать в турнире по магии трансформации, она просит Гленна сменить ее. Глен знает о страсти Лин к магии трансформации. Глен дает Лин несколько советов, которые помогут ей стать более уверенной в себе. Он принимает форму Румии и объясняет Лин магию трансформации. Лин решает приложить много усилий, чтобы победить после поддержки Гленна. Сикстина теперь принимает Гленна за Румию и хочет разделить с ним трапезу. Глен не может отказать Сикстине, потому что он умирает от голода. Но Румия появляется прежде, чем он откусит первый кусок. Глен пытается украсть сэндвичи Сикстины, но ей удается стереть его чары. Она настолько злая, что вызывает вихрь, чтобы прогнать Гленна. Фактически Сикстина приготовила Гленну бутерброды. Сикстина выбросила бутерброды так, как они поссорились. Румия берет их и предлагает Гленну, так как считает, что выбросить их будет пустой тратой еды. Глен невероятно доволен после того, как съел сэндвичи, не зная, что Сикстина сделала это для него. Глен заканчивает есть до прибытия Ее Величества. Румия – приоритет Ее Величества, а не Глен. Румия, однако, отказывается признать Ее Величество и отказывается признать себя принцессой. Ее Величество в весьма подавленном состоянии. Румия не может забыть, что Ее Величество оставило ее. Глен объясняет Румии, что люди – существа, которые сомневаются в своих решениях. По его мнению, Румия должна следовать своему сердцу, даже если она позже пожалеет об этом. Глен был придворным магом. Он часто посещал суд из-за своего положения. Он знает, что Ее Величество скучает по Румии, потому что видел на ней такое же украшение. Глен советует Румии быть честной с Ее Величеством. Румию задерживает банда королевских солдат, которые обвиняют ее в заговоре с целью убийства Ее Величества, когда она решила навестить ее. Румия шокирована, потому что считает, что Ее Величество планирует ее убить. Глен думает, что капитан Королевской гвардии затевает что-то. Он обращается к Селике за помощью после спасения Румии. Хотя Селика прекрасно понимает, насколько сложной является ситуация, в которой оказалась королевская семья, она бессильна помочь Гленну. Она хочет, чтобы Глен нашел способ встретиться с королевой, поскольку она думает, что он единственный человек, который может найти решение. Глен очень беспокоится о том, как с ней встретиться. В это время на Гленна нападает загадочная девушка. Эту девушку зовут Риэль, она бывшая коллега Гленна и родом из корпуса магов императорского двора. После того, как Глен победил Риэль, появляется ее партнер Альберт. Альберт приказывает им положить конец своим выходкам. Прямо сейчас все действительно сложно, за Ее Величеством наблюдает Королевская гвардия. Они решают убить Румию вопреки директивам Ее Величества. Глен решает сотрудничать с корпусом придворных магов, чтобы спасти королеву. Он и Румия используют магию трансфигурации, чтобы превратиться в Альберта и Риэль. Перед соревнованием Глен просит второй класс выиграть турнир магии, чтобы он мог встретиться с Ее Величеством во время вручения награды. На поле Лин показывает превосходные результаты после того, как ее тренирует Глен. Все остальные ученики также показывают хорошие результаты. Сикстина появляется последней. Ее магическая сила превосходна, и она торжествует с явным преимуществом. В конце концов, магический турнир выигрывает второй класс. Глен отменяет чары метаморфозы после начала церемонии награждения. Он хочет, чтобы Ее Величество наказало капитана гвардии после разоблачения убийства Румии, совершенного капитаном гвардии. Ее Величество неожиданно попадает во власть гвардии и вынуждено принять решение убить Румию. Ее Величество на самом деле не хочет убивать Румию. Глен понимает, обдумав все, что она для нее сделала.
Глен предполагает, что украшения, которые носит Ее Величество, несовершенны. Он отключает магию, используя для этого навыки. Когда чары с ожерелья сняты, Ее Величество выражает свои настоящие чувства. Она сожалеет, что причинила боль Румии, потому что всегда очень любила ее. Тем временем Альберт обнаруживает горничную Ее Величества, кто наложил заклинание на ожерелье. Горничную зовут Шарлет, и она принадлежит к злой организации. Она использует систему телепортации, чтобы сбежать после того, как ее обнаружил Альберт. Затем Альберт рассказывает об этом Гленну в надежде, что тот будет бдителен. Глен встречает Румию после ухода Альберта. Румия безмерно благодарна Гленну за помощь. Она просто задается вопросом, как Глен смог определить, что Ее Величество лжет. Глен добавляет, что когда Румию похитили, королева рыдала и умоляла его найти Румию. Поскольку Глен знает, насколько Ее Величество ценит Румию, он считает, что она никогда намеренно не причинит ей вреда. Когда Румия узнала, что это Глен ее спас, она тронута. Затем Глен появляется на праздничном мероприятии своего класса. Он тратит все свои призовые деньги и выигрыши по ставкам в ресторане из-за непомерных цен. Со временем Глен обучает Секстину особым образом. Если Секстина хочет защитить Румию, она должна изучить военную магию. Чтобы улучшить свою физическую форму, Глен решает сначала научить ее боксу. Глен и Секстина не единственные, кого волнует жизнь Румии. Риэль поручена тайно охранять Румию. Она поступает в качестве студентки и попадает в класс Румии. Ее одноклассники в шоке от силы и магического мастерства Риэль. Риэль постепенно интегрируется в студенческую жизнь с помощью Румии и Секстины. Через неделю Глен берет студентов на экскурсию. Он выбирает остров в качестве пункта назначения. Глен очень рад видеть своих учениц в купальниках. Студенты мужского пола решили ворваться в общежитие студенток после наступления темноты. Это одна из фундаментальных программ для парней. Неожиданно Глен узнал об их планах и пытается их остановить. Затем Глен находится в ожесточенном споре со своими учениками. Они не такие могущественные, как Глен, поэтому их схема не работает. Секстина и Румия в настоящее время ведут Риэль на пляж, где они прекрасно проводят время. Глен рад видеть, как они общаются и веселятся. Он не знает, что Риэль не любит Секстину и Румию. Она в ярости, потому что считает, что они похитили Гленна. Риэль психически неустойчива. Позже она и Румия спорят на школьной экскурсии. Глен отмечает, что у Риэль относительно молодой возраст и что у нее лишь изредка развивается предвзятость. Альберт замечает, что кто-то тем временем приближается к Риэль. Он пытается спасти Риэль из затруднительного положения, но Шарли останавливает его. Глен проводит некоторое время в поисках, прежде чем найти Риэль у моря, когда Альберт и Шарли воюют. Но он не ожидал, что Риэль нападет на него. Она не только наносит удар Гленну, но и похищает Румию. Секстина наблюдает, как Риэль причиняет вред Румии, но она слишком испугана, чтобы использовать магию на Риэль. Альберт приносит Гленна в их комнату после того, как Румию забрали. Глен получил серьезные ранения, ему нужна помощь Секстины, потому что для его лечения требуется много маны. Вместе они помогают Гленну прийти в сознание. Альберт говорит Гленну, что он давно догадывался, что Риэль будет использоваться злыми организациями. Он намерен использовать Румию как приманку, чтобы уничтожить злую организацию. Альберт сильно бесит Гленна. Альберт думает, что Глен предатель. Риэль не сбилась бы с пути, если бы он не покинул корпус магов императорского двора. Глен чувствует себя настолько плохо, что обещает спасти Риэль. Альберт соглашается с Гленном после получения его гарантий. Альберт передает Риэль Гленну, говоря ему, что его первая задача – спасти Румию. К счастью, на Румию установили магию слежения, упрощая определение местонахождения злой организации, но один из членов злой организации маскируется под брата Риэль и приказывает Риэль убить Гленна. Он обманывает Риэль, Глен использует магию, чтобы запереть Риэль, нападая на членов злой организации. Из-за напоминания Гленна Риэль вспоминает свое прошлое. Сион – имя ее брата, и они оба принадлежали к злой организации. Позже Сион предал организацию и дал Гленну доступ к внутренним знаниям и попросил его спасти Риэль, но Сион заплатил за предательство своей жизнью. Глен имплантировал память Риэль в голову клона, поскольку злая организация в то время создавала клонов, и Риэль была сильно ранена. Риэль чувствует себя ужасно подавленной после восстановления памяти, поскольку теперь она считает, что она всего лишь марионетка. Глен, однако, объясняет ей, что она не марионетка, потому что марионетка бездумна, но она будет жить ради дорогих ей вещей. Она понимает, что ее разум пошел наперекосяк и берет на себя инициативу по уничтожению всех клонов.
Глен побеждает членов злой организации и завершает свою миссию по спасению Риэль и Румии. Румия и Секстина прощают Риэль ее ошибки и снова становятся с ней друзьями. В следующей истории жених Секстины Леос приезжает преподавать в магическую академию. Секстина считает, что помолвка – это просто шутка, и их нельзя считать парой. Неожиданно Леосу она очень нравится, и он публично признается ей в любви. Он задает вопрос Секстине, пока они одни. Секстина отвергает его, ее цель – раскрыть тайны Небесного Дворца. Ей нужно получить больше знаний о магии, чтобы осуществить эту мечту. Леос хочет, чтобы Секстина помогла ему в изучении военной магии, поскольку он считает мечту Секстины непрактичной. Глен подслушивает их разговор, ему противен Леос, и он чувствует, что Секстина не в его лиге. Леос думает, что их дела не имеют ничего общего с Гленном и спорит с ним. Чтобы избавиться от него, Секстина намеренно заявляет, что они с Гленном влюбились в друг друга. Глен видит намерения Секстины насквозь и бросает вызов Леосу как жениху. Леос принимает вызов и соглашается обсудить дату и условия поединка в другой день. Вскоре после Глен и Леос решают сразиться в командном бою, они поручают ученикам 2 и 4 классов соответственно провести магические состязания. По боевой эффективности 4 класс действительно сильнее 2. Однако Глен из корпуса магов Императорского двора преуспевает в работе в команде. Он также расставляет ловушки на арене, чтобы помочь ему выиграть дуэль. Глен и Леос зашли в тупик после завершения 3-часового боя. Глен решает сражаться против Леоса в одиночку и назначает время на день позже, потому что Леос настаивает. Секстина очень разгневана тем, что на нее не была сделана ставка в соревновании. Она находит это особенно удручающим, поскольку Глен постоянно заявлял, что если Леос победит, он может жениться на ней и вести роскошную жизнь. Она озадачена заявлением Гленна. Она в ярости бьет Гленна. Румия тоже не понимает поведения Гленна, но она верит в его честность и предполагает, что у него должны быть другие мотивы. Секстина решает поговорить с Гленном. Глен после их встречи замечает, что Секстина напоминает ему его бывшую подругу Сару. С малых лет Глен хотел быть хорошим магом, но когда он присоединился к корпусу императорских придворных магов, он узнал, что профессия мага кровава и не так хороша, как он думал. Глен начал презирать магию после того, как его настигла суровая реальность. Если бы Сара не всегда поддерживала его мечту, он бы предпочел сдаться. К сожалению, он допустил ошибку во время миссии, которая привела к смерти Сары. Глен был так сильно ранен, что отказался от своей мечты и покинул корпус магов Императорского двора. Глен впервые встретил Секстину в Академии магии и сразу был шокирован ее напором и желанием добиться успеха. Глен в шоке от того, что Леос оскорбил мечту Секстины, вот почему он хочет победить Леоса. Появление Леоса в это время заканчивает их разговор. Он считает, что Глен лжет и что у Гленна жестокая и кровавая история. Глен нападает на Леоса из-за вражды, но он не ожидал, что Леос настолько сильный. Гленна победили вообще без использования магии. Глен уходит, и Леос требует, чтобы Секстина вышла за него замуж, угрожая ей Румии и Риэль. Секстина ожидает, что Глен ее спасет, однако после того дня его больше никогда не видели в Академии. Секстина соглашается на предложение руки и сердца Леоса, чтобы защитить своих друзей. Румия настолько обеспокоена, что сообщает Гленну о замужестве Секстины и просит его помочь в решении проблемы. Глен считает, что Секстина не пришла к согласию и клянется предотвратить свадьбу. Глен сбегает с Секстиной в день свадьбы. Он усердно изучал магию, чтобы победить Леоса. В течение этого периода в колледже появляется группа людей. Все они мутируют в зомби и бросаются к Гленну. Глен в шоке, так как Сара также была убита из-за котиков. Глен уничтожает всех зомби, чтобы Секстина не пережила ту же трагедию, что и Сара. Когда Секстина замечает убийственный вид Гленна, она боится его. Леос догоняет их. Глен раскрывает истинное лицо Леоса. На самом деле это Джатис, его бывший коллега. Джатис казнил Леоса после группового боя. Секстину призывают уйти, и он остается, чтобы разобраться с Джатисом. Цель Джатиса – восстановить справедливость, но несмотря на это он продолжает убивать. Он желает обладать хрониками Акаши, чтобы править миром. Глен и Джатис яростно дерутся, но он не ожидает, что Секстина действительно вернется, чтобы помочь ему. Секстина знает, что она чувствует к Гленну, она хочет, чтобы Глен всегда был рядом с ней, потому что считает его незаменимым человеком. Глен и Секстина объединяются, чтобы победить Джатиса. Прежде чем бежать, Джатис говорит Гленну, что империя распадается и что он не может дождаться, когда увидит его еще раз.
В конце рассказа Глен возобновляет свою должность профессора, он вспоминает историю, которую слышал в детстве, когда увидел Сикстину. Повелитель демонов спрашивает волшебника, что заставляет тебя так отчаиваться. «Не имею представления», маг отвечает, «потому что у меня есть что-то, что я должен и хочу защитить. В тот момент, когда я подумаю об этом, мое тело наполнено безграничной силой, поэтому я могу подняться в любой момент». Глен теперь понял, что маг хотел защитить. На этом аниме заканчивается. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.